Всем привет! Мы продолжаем нашу тему GDPR и попытаемся разобраться более подробно. Итак, меня зовут Евгений Волощенко, я разработчик систем Dynamics 365 for Finance and Operations и General Data Protection Regulation. Очень интересная тема, но интересная не потому, что там действительно вот что-то такое классное и увлекающее, а интересная потому, что она всех нас будет касаться рано или поздно. И не важно, что мы живем в Украине, но этот протокол, он будет вводиться, как говорил сегодня коллега из Microsoft на Dynamics Day, в течение 2-3 лет. То есть я бы сказал, что информация о GDPR, она для нас обязательна к ознакомлению в любом случае. Как говорил Кирилл, GDPR постановление вступило в силу 25 мая, но на самом деле постановление было принято за 2 года до 25 мая. То есть, в принципе, компаниям дали целых 2 года на подготовку к реализации данного протокола. Несколько интересных моментов по регламенту хотелось бы озвучить. Как говорил Кирилл, GDPR, данные, которые включаются в GDPR, они действительно относятся только к резидентам Европейского Союза. Но на самом деле General Data Protection Regulation протокол, он является экстерриториальным и применяется ко всем компаниям, которые обрабатывают персональные данные резидентов и граждан ЕС, вне зависимости от местонахождения компании. То есть, в принципе, мы, как сотрудники, допустим, компании К3, мы вот попадаем под GDPR. Также, если есть хотя бы один клиент из Европы, то, опять же, компания попадает под GDPR. Также насчет Великобритании, некоторые говорят, что в скором времени совершится таки Brexit, и она выйдет из Европейского Союза, но не тут-то было. После Brexit GDPR будет заменен на Data Protection Bill, который по своей сути очень похож на тот же самый GDPR. Также есть серьезные ограничения по трансферу данных в третьи страны. А что это за третьи страны, определяет Европейская комиссия. Также список этих стран можно прочитать на официальном сайте GDPR. И еще есть один момент, тоже достаточно важный. Он говорит о том, что в принципе в какую-либо систему, будь то CRM, NAV или Axapta, никто не будет допускать с проверкой какого-то там сотрудника из госструктур, чтобы он убедился, что система действительно GDPR compliant. И возникает вопрос, каким же образом доказывать эту compliance? Все доказательства должны быть на бумаге. Должны быть обязательно задокументированы все шаги по достижению GDPR compliance. Что же такое эти самые персональные данные? На первый взгляд, чем могут являться персональные данные? Имя, фамилия, почтовый адрес, номер телефона, физический адрес. Но есть очень интересное определение, в которое стоит вслушаться. Персональные данные – это любая информация, относящаяся к идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу, по которой прямо или косвенно можно его определить. Также к этой информации относятся в том числе имя, данные о местоположении, онлайн-идентификатор или один или несколько факторов, характерных для физической, физиологической, генетической, умственной, экономической, культурной или социальной идентичности этого физического лица. Короче, определение очень широкое, и даже IP-адрес может являться персональными данными, которые попадают под GDPR. То есть на самом деле это как при работе с данными мы ходим по тонкому льду, и мы должны всегда понимать, какие данные мы используем, чтобы
как говорил Кирилл, не встрять на 4% от годового дохода. Вот. Ну и важно также отметить, что существуют дополнительные персональные данные, конфиденциальные. И это информация, раскрывающая расовое или этническое происхождение, политические взгляды, религиозные или философские убеждения. Ну, в общем, ужас. GDPR предлагает нам несколько категорий персональных данных. Конечно же, там говорится, что не все персональные данные могут попадать под эти категории, но они приводят хоть такой список, которым мы можем пользоваться. Первое – это Customer Data, то есть все данные, включая текст, звук, видео или изображение, программное обеспечение, которое вы предоставляете компании, например, Microsoft. Content – это какие-нибудь отчеты в Power BI, отчеты в SharePoint, ну вот что-то такое. Administrator Data – это те данные, которые являются информацией об администраторе конкретной системы. Payment Data – это, соответственно, данные, которые мы вводим при оплате каких-то счетов. И Support Data – это те данные, которые мы вводим при обращении в техподдержку компании. Ну, то есть даже по определению этих категорий понятно, что, скорее всего, не все данные в них попадают. И в идеале для каждой компании нужно разработать свой список, свои категории персональных данных, с которыми компания будет работать. Далее, GDPR, ну, точнее Microsoft по GDPR предлагает нам следующую инфраструктуру. Представлена на изображении. Сам GDPR выделяет несколько сущностей. Первое – это дата-контроллер, и здесь он представлен в средней секции. Вот. Дата-контроллер контролирует всю работу с персональными данными. То есть в обязанности входит, но не ограничивается сбор, поддержание персональных данных, направление, защита и так далее. То есть, в принципе, контроллер отвечает за выполнение действий согласно GDPR с персональными данными. И в то же время существует определенный GDPR дата-процессор, это компания Microsoft, которая предоставляет все необходимые возможности, но не гарантирует выполнение GDPR. То есть Microsoft предоставляет нам механизмы, функционал, с помощью которого мы по собственному желанию можем быть GDPR-compliant. Ну и предлагается также концепт Data Subject – это наш клиент, это субъект данных. Также субъектом данных на самом деле может быть сотрудник компании, если он находится где-то на территории Европы или является резидентом Евросоюза. И C2 – это, собственно, наша компания. Также GDPR любезно предлагает векторы направления, по которым мы можем двигаться. Конечно же, это всего лишь направление, а как уже мы будем двигаться, это решать нам. То есть первое и самое важное – это обнаружение данных. Казалось бы, чего тут сложного определить, где находятся персональные данные. Но возьмем систему Dynamics for Finance and Operations, в которой больше 20 тысяч таблиц. И где там персональные данные могут находиться, никто не знает на самом деле. Плюс разработки собственные, в которых тоже могут находиться персональные данные. Соответственно, шаг обнаружения персональных данных на пути к GDPR Compliance является краеугольным камнем. И, в принципе, нужно для каждой компании составить свою собственную структуру, описать, точнее, свою собственную структуру, в которой будет конкретно показано, допустим, вплоть до таблицы, в которой находятся какие-то определенные персональные данные. Следующее управление. Управление – это распределение ролей и предоставление этим ролям определенных доступов. То есть все довольно-таки стандартно. Защита. Защита – это, тут
принципе, тоже все понятно. То есть это шифрование данных, это определение мер безопасности, предотвращения и обнаружения каких-то, как говорил Кирилл, опять же, data breaches. И, опять же, отчет. Тоже одно из важных направлений – это вовремя обнаруживать и отчитываться о вот этих прорехах, которые произошли в персональных данных пользователей и клиентов. А теперь немножко о функционале, который был представлен в связи с появлением GDPR протокола. Значит, первое – это Microsoft Compliance Manager. Это что-то подобное SureStep, то есть программулина, в которой описаны определенные шаги, после которых, при выполнении которых, успешном выполнении которых вы будете GDPR compliant. Можно посмотреть, посмотреть можно, но забыли подключиться к удаленному компьютеру. Да, конечно. Каждый день такое делаю. Так, сейчас, секундочку. Ага, это я. Тут еще надо не запутаться в рабочих столах, поэтому... Так, это мы сворачиваем. Нет, это мы не сворачиваем. Я извиняюсь за задержку, но... Ага, я понял, в чем тут дело. Нам надо задвинуть. Так. Тут где-то должен был быть открыт браузер. Вот он. Это не то. Ладно. Сейчас, я думаю, пока я зайду, уже и пропадет вся суть моего захода. Ну, в общем, по скриншоту можно, в принципе, представить себе, как выглядит эта штуковина. Там суть в чем? Есть определенный набор шагов. В каждом из этих шагов, приблизительно как в SureStep, есть своя документация. Читаем документацию, делаем определенные действия. И самое основное, что в этом инструменте есть функция приложения документов, которые подтверждают нашу GDPR compliance. То есть, в принципе, вот этот инструмент, он при завершении всех определенных шагов, он как раз будет гарантировать, что наша компания в, например, Dynamics 365 будет GDPR compliant. И вот это предоставляет нам Microsoft. Как в помощь, как дата-процессор, как я говорил ранее. Нововведения, которые были приняты для каждой из систем. Для Dynamics 365 Sales появилась новая возможность изменять значение полей только для чтения. То есть теперь с помощью импорта-экспорта данных мы можем, точнее системный администратор может изменять данные только для чтения. Это довольно просто, необходимо сделать экспорт данных, изменить их и импортировать обратно. И также представлены сущности, в которых данные могут быть только для чтения. Это 3 сущности. Первая — запрос, заказ и накладная. И состояния, в которых их данные могут быть только для чтения. То есть это вот как раз в последних обновлениях. Нововведение в NAV
как уже говорилось, это новое свойство на полях таблицы, называется Data Classification. Я не знал, что с 2015 версии это свойство уже введено, но я видел, что с 2018. Но оно и к лучшему, если чем раньше, тем лучше. Вот. И пример использования этого свойства, то есть если это имя или почта, то указываем customer content. Если last modified by, то это end user identifiable information. Ну, то есть этим полем, как говорится, чем раньше, тем лучше, надо начать пользоваться. И теперь нововведение для Dynamics 365 for Finance and Operations. Тут... Last date modified персональные данные. Это не персональные данные. Это поле используется для определения типа данных. И здесь вот как раз last modified by это end user identifiable information. Это какое-то свойство, которое может, например, не относиться к персональным данным. Я не специалист в NAV, поэтому не могу точно сказать, что будет означать это свойство. Это как пример, который я обнаружил. Пример использования этого свойства. Ну, то есть, может быть, действительно, определение... Это не date, это by, это человек. Ну, да. Определение довольно широкое, и под него могут подпадать самые необычные, самые необычные данные. Ну и о нововведениях в Axapta, с вашего позволения, чуть-чуть поподробнее. Были введены два свойства на поля. Ну, как говорится, чем больше свойств, наверное, тем круче. Но суть в том, что Asset Classification свойства мы можем изменять, а вот General Data Protection Regulation мы не можем изменять. Зачем его ввели, до сих пор не особо понятно. Ну, я не буду показывать их, наверное. Или, ладно, мне все-таки надо показать наглядно, чтобы было представление. Как все это выглядит в системе. Так, это... Тут у меня две. Тут просто не подсвечиваются открытые приложения. Ну вот, собственно, вот таблица Castable. И здесь мы видим, что есть свойство Asset Classification. PAIM Term ID является Customer Content в обновлении системы 8.0. Отлично. Party Country тоже является Customer Content. Прекрасно. Ну, в общем, я думаю, здесь большинство полей является Customer Content. Есть другие свойства? Другое свойство, вот оно, General Data Protection Regulation. Asset Classification, кроме Customer Content, Сейчас скажу. Кроме Customer Content у нас есть End User Identifiable Information, то, что я привел в Navi. End User Pseudonymous Information, Organizational Identifiable Information, System Metadata, Object Metadata, Account Data and Support Data. Много свойств. Но, кстати, их тут нельзя указывать, ну, то есть нельзя выбирать из выпадающего списка. Их надо печатать вручную, ну, как-то так. Вы же понимаете, 25 мая было не так давно. Надо отнестись, как бы, да. Ну и вот это свойство General Data Protection Regulation. Я его когда увидел, я на самом деле обрадовался. Отличное свойство, очень все понятно, но его нельзя менять. Ну, ладно. Так, и... также я извиняюсь, полезная информация, ну, для Sales, для Dynamics Sales представлены сущности, опять же, в которых могут находиться персональные данные. То есть, ну, уже легче будет работать. Понятное дело, это Contact,
Account, Lead и User. И для Nav то же самое, представлены сущности Customer, Vendor, Contact, Employee, Salespeople, Resource и User. То есть вот в этих, на эти сущности стоит обратить внимание в первую очередь. Ты потом расскажешь по поводу вот этого проекта в Entity? Просто он у тебя на предыдущем слайде был. Пропустил. Ой, Спасибо. да, спасибо, что напомнили, это бы я действительно пропустил. Важный очень инструмент, который появился в 8-й версии, он включен в функционал и доступен для обновления для версии 7.1, 7.2 с помощью хотфиксов. Ну, там есть инструкция на сайте Microsoft. В принципе, ничего сложного, там один хотфикс. Вот. И вот этот функционал, он представляет собой отчет. Так, сейчас я покажу. Не, ну тут надо показать. Просто когда я это увидел первый раз, ну, у нас, я потом расскажу, была задача, то есть необходимо было каким-то образом, допустим, вот определить в Аксапте персональные данные. И я когда увидел то, что я вам сейчас покажу, у меня опустились руки. Сейчас, я надеюсь, все быстренько загрузится. Суть в чем? Функционал является собой отчет, по которому мы можем искать персональные данные любого пользователя в системе, то есть какой бы это пользователь ни был. Но опять же, Microsoft говорит, что это могут быть все персональные данные, потому что они не могут, не могут утверждать, что наши разработки сторонние не несут в себе каких-то персональных данных. То есть отчет находится в System Administration модуле. Вот он, Person Search Report. Здесь мы можем создать новый отчет, ввести какое-либо имя этого отчета. И дальше мы указываем критерии, по которым мы будем искать пользователей. Вот здесь очень удобно, можно выбрать либо Party ID, либо User ID. Ну, то есть мы выберем сейчас какого-либо пользователя, и по сути этот отчет предоставит нам информацию, где этот пользователь упоминается в системе. Ну, неважно кого. Дальше делаем Execute Search. Производится поиск. Поиск произведен. И здесь мы сразу можем наблюдать, что вот одно упоминание в адрес Search Results, одно упоминание как System User, одно упоминание как Worker, ну и так дальше. И теперь мы, допустим, хотим этот отчет выгрузить в Excel, например. И, кстати, с помощью, как вы уже могли догадаться, с помощью вот этого отчета мы можем, собственно, посмотреть, какие же таблички используются для поиска персональных данных. Ну, вот это был, в принципе, мой план для решения задачи по поиску персональных данных. Ну, в общем, он генерируется, но суть в чем? Сгенерируется вот такой вот проект на экспорт. И, в принципе, когда я увидел вот это количество Data Entity, которые здесь используются, я понял, что шутки закончились. То есть здесь при выгрузке мы получаем 70 Data Entity, некоторые из которых, точнее, я уверен, что там практически все, они либо композитные, либо с кучей дата-сорсов. То есть, ну, это реально огромный пласт работы для обработки, если мы хотим что-то делать с персональными данными, как-то их там редактировать и так дальше. Вот. Но он И- собирает по вот этому атрибуту новому, да? Я не знаю, как он собирает, я не изучал еще механизм, но я уверен, что в скором времени это всем нам предстоит. Таким
Ну да, в принципе можно, но опять же здесь нужны гарантии какие-то. А какие могут быть гарантии? То есть, ну, если кто-то неправильно укажет свойства, то все, привет. Нет, это уже ответственность разработчика. Это да, это ответственность разработчика и часть ответственности, которую Microsoft не несет, но часть ответственности Microsoft заключается в том, что она должна вот в своих апдейтах предоставить свойства в этом поле правильные. И, собственно, та задача, из-за которой появился этот доклад. Клиент в Европе, мы в Украине. У клиента проблемы, нужно решать. Воспроизводятся проблемы только у клиента на базе данных. Соответственно, как мы делали раньше, мы просили предоставить, допустим, копию базы данных. Да или просто зайти к клиенту на его environment. Теперь это нельзя сделать, потому что GDPR ставит огромный белый крест на черном фоне на всех наших попытках обратиться из Украины в данные Евросоюза. Это все, это нельзя. Что нам теперь делать? Надо как-то это обойти. То есть данные мы должны получить в любом случае, потому что других вариантов нет. Решением является шифрование данных. Есть много видов шифрования, но в нашем случае нам больше всего подошла анонимизация данных. То есть что такое анонимизация данных? Это когда у нас есть данные персональные о человеке с именем Виктор Петрович, и мы с помощью какого-то функционала меняем его имя, фамилию на Сергей Иванов. Все. Персональных данных у нас больше нет, но есть данные, с которыми мы можем работать. То есть точно так же мы делаем со всеми адресами, со всеми айпишниками и так дальше. То есть просто заменяем на подобные данные, случайные подобные данные. И вот здесь как раз очень важно понимать структуру тех персональных данных, которые находятся у вас в системе, потому что без этого понимания вы просто не сможете реализовать, вот, например, такую задачу, то есть решить такую задачу. Ну и что было использовано для того, чтобы решить эту задачу? Часто предлагают использовать самописные скрипты. То есть, в принципе, это несложно, если у тебя 5 таблиц или 10, написать скрипт, который будет рандомизировать имя, фамилию, отчество, адрес, номер телефона, почтовый адрес, еще кучу всего. Там есть даже информация о детях, и так дальше. В общем, это все обязательно надо заменить. То есть все эти персональные данные обязательно надо заменить на какие-то другие. То есть скрипт писать — это довольно трудоемкая задача, особенно если у тебя 70 сущностей, которые состоят из 10 таблиц, например. Вот. И поэтому было найдено интересное решение в виде стороннего функционала от компании, золотого партнера Microsoft, и также официального партнера Microsoft по мониторингу данных, это не реклама. Компания называется Redgate, и ее инструмент SQL Data Masker был использован нами. И сейчас мы немножко познакомимся с этим инструментом поближе. То есть суть в чем? Здесь всего лишь пример. Это пример, давайте начнем с примера для CRM. То есть была взята одна таблица, которая является собой сущность Contact Base. И в этой табличке мы... Я зашел с конца, но надо было для начала объяснить. Суть в чем? Это приложение, оно подключается к базе данных с какими-то пользовательскими доступами. То есть необходимо ввести логин, пароль и все по стандарту. Подключается к базе данных и создает представление всех таблиц, которые находятся в базе данных, а также их полей. Дальше мы можем использовать это представление, то есть мы создаем маскировочный набор,
И в этом маскировочном наборе мы указываем таблицу и указываем поля, которые хотим заменить при обработке на какие-то другие значения. А вот сами значения мы выбираем уже из предустановленных в этом приложении наборов данных. То есть вы видите, здесь все очень понятно. Если это first name, то мы можем выбрать names, first name, male плюс female. То есть можно догадаться, что здесь будет какое-то случайное мужское или женское имя при завершении обработки данных. То же самое nickname, middle name, children's name, full name, last name. Вот здесь повыбирали какие-то штуковины, на которые будут меняться значения. И дальше, по сути, необходимо запустить masking set. Сейчас мы можем найти в базе данных эту табличку. Нет. Это уже мало. Это sales. Да. Contact Base. Вот наша сущность. И мы выбираем, делаем выборку. Ну вот, собственно, данные, например, full name. Так, что тут еще есть? Last name. Можно Маккей, там, Соберот, Андерсон. Ну, это какие-то sample data. Наша задача сейчас запустить masking set и проверить, произойдет ли что там. Я надеюсь, произойдет. Так, да, complete, завершается последний шаг, successful. Теперь, если первое имя было Маккей, то теперь посмотрим, каким будет первое имя сейчас. Last name, где оно? Я пропустил? Это full name, а мне надо last name. Ну вот, вы видите, что в принципе в sample date стандартной для sales, там в скобочках указано sample, здесь уже ничего не указано. То есть мы, грубо говоря, взяли персональные данные, а получили на выходе те данные, с которыми мы можем работать. Что-что? Если вы вернете их обратно, то 4% годового дохода. Там немножко по-другому, там 4%, За каждую запись. но не меньше 20 миллионов. Да, то есть если ваш годовой доход меньше 20 миллионов, то 20 миллионов евро. Да, и за каждую запись, ну, можно посчитать, наверное. Не, это ж в Юхе все, да? Нет, это... Нет, за каждую запись. Подождите, смысл маскинга в том, что ты по предустановленным правилам он сохранение структуры. То есть, грубо говоря, ты для имени говоришь, сгенерируй мне случайное имя. И он из своей таблицы какой-то имен тебе в поле... Это не вьюха, это таблица конкретная. Да. Это конкретная таблица, в которой изменены значения, и вернуть их уже не получится, потому что вернуть их и не надо, по сути. Предварительно бэкап сделать. Ну, конечно. Но я же говорю, это не... Рабочий базы нет. Да, не надо считать это рабочей базой. Это копия, которая передается разработчику для установки на собственной машине и для тестирования, для проведения тестов. Или для копии лайва. Не обязательно передается разработчику. Да, или... Очень много environment'ов, которые, предположим, копия лайва для тестирования. То есть где-то происходит ошибка. Мы на своих данных не можем ее воспроизвести. Мы говорим, ребята, сделайте нам копию. Они делают копию, маскируют ее, но по правильным маскам мы хотя бы можем понимать о том, что в поле name, ну, понятное, ожидаемое имя name. Да, другое дело, что оно маскировано, и мы не понимаем, что под этим именем. Мы пытаемся воспроизвести эту ошибку. Но это клиент должен делать на своей стороне. Да. Да, конечно. Просто может показать. Но, с другой стороны, ты понимаешь, Тренинг. в данном случае, до тех пор, пока он не сделал view, мы не видим данные. Поэтому, в принципе, они могут нас нанимать, что мы для них делаем маски. Ну да, или так. То есть вполне вероятно в будущем разработка от Smart Business, вот как вариант.
Ну и заодно, в принципе, посмотрим по Оксапте. То есть здесь я немного больше таблиц взял. Была выбрана сущность Global Address Book, потому что это та сущность, которая используется первой при внесении данных о каком-либо пользователе. То есть в первую очередь вносятся данные в Global Address Book, а дальше уже там куда угодно. Ну, это при создании нового пользователя в системе. Ну и, соответственно, Global Address Book — это Dir Party Table, и это Data Entity Dir Party V2, по-моему, так. И состоит она из Dir Party Table и связанных с ней таблиц. Ну и здесь я создал вот такой вот набор. То есть первое — это мы используем Dir Party Table. Сейчас, я надеюсь, откроется. Что-то не хочется. Party Table, в которой я выбрал поля name, birthday, birth month, birth year и поле нашего производства EDRPU. Вот, и выбрал, на какие значения этих полей будут меняться. Также здесь не только можно указывать в тупую, извиняюсь, значение полей, а также можно использовать, например, вот такие конструкции. То есть здесь мы name alias будем делать из имени. То есть имя у нас состоит из first name and last name, между ними пробел. Здесь мы сделаем alias, но без пробела. Это все как это плюшечки, которые просто разработчику будут более понятны. То есть, ну, хорошо смотреть, когда у тебя имя, фамилия совпадает с алиасом. Ну, то есть. Можно вопрос? Но если мы будем использовать алиас, то мы попадаем под GDPR, потому что мы косвенным образом... Алиас делается из предыдущего обновленного имени, фамилии. Имя, фамилия, а потом из них замаскированно делаешь Ну, вот алиас. я по Смотри. понятно, что это Виталик Гучин. Нет, ВГЛ будет заменен на котик, а из котика будет сделано алиас. Вот, здесь это как раз видно, потому что в данном приложении, когда шаг находится, скажем так, внутри предыдущего шага, то выполняется сначала верхний шаг, а потом выполняется нижний шаг. Вот эти последующие шаги, они будут выполняться одновременно с первым. Но вот этот второй, в котором создается алиас, он будет выполняться только после первого, то есть только после подмены значения имени, фамилии. Ну и можно глянуть в базу данных. То есть здесь все, в принципе, то же самое. Ну, просто чтобы убедиться, что это работает. Сработало это правило? Это правило еще не отработало. Ну, я могу это и не показывать, потому что зачем лишние там 10 минут, 5. То есть оно отработает точно так же, как и предыдущее, точно так же заменит данные. Суть в том, что ну, вот с помощью этого приложения можно довольно-таки гибко настраивать вот эту подмену. То есть один из примеров — это вот как раз составление алиаса из имени. То есть здесь любые конструкции можно использовать. Можно еще вопрос? Да. Я насколько понимаю, что даже если нас попросят сделать так, чтобы мы могли восстановить эти данные, мы тоже говорим о том, что ну, если мы по GDPR, ну, что мы будем нарушать GDPR, если мы сможем восстановить эти данные в изначальном состоянии. Потому что, опять же таки, мы косвенным образом можем определить, что ну, мы можем идентифицировать человека. В чем вопрос? Нам не надо. Я понял, я сейчас подведу итоги. Я согласен с тем, что ты сказал. В принципе, наша задача не напороться, это раз, и понимать, что мы делаем с данными. То есть вот этот GDPR, он на самом деле, как мне кажется, ну и как говорил наш коллега из Microsoft на Dynamics Day, этот GDPR, он не где-то там, а он вот здесь и сейчас. Потому что Украина движется в Евросоюз, а Евросоюз — это GDPR. То есть в любом случае нужно понимать, что мы делаем и какие данные мы используем для работы. Ну, в общем, вот так вот. Вопрос? Да, вопрос.
проясни еще раз. То есть нам необходимо так, чтобы 100% нельзя было идентифицировать человека. Просто. 100%. Ну, я бы сказал не 100%, а 200, может быть, даже 300. Хорошо, для этого достаточно изменить одно что. Нет. Потому что тебя можно идентифицировать с помощью телефона, e-mail, IP-адреса. Я могу зачитать это длиннющее определение еще разок. Соложусь только с идентификационным кодом. Не так, смотри, вот, допустим, Олег Соколов, работающий в компании Smart Business, имеет адрес olisok@smartit.com. Замечательно. Спрятал адрес olisok@smartit.com. Я все равно могу определить, что Олег Соколов, который работает в Смарте, это ты. Более того, там же было сказано, прямо или косвенно. Значит, в ответ на вопрос о том, можно ли заменить какое-то одно значение из общего пула данных для того, чтобы выполнить GDPR. Нет, нельзя, потому что, опять же, определение персональные данные — это любая информация, относящаяся к идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу, по которой прямо или косвенно можно его определить. А также это важно знать. А также к такой информации относятся имя, данное местоположение, онлайн-идентификатор, один или несколько факторов, характерных для физической, физиологической, генетической, умственной, экономической, культурной. Я не знаю, что это означает. И понимаете, вот если я буду, например, работать с К3, и мне предоставят какие-то данные, а я не буду знать, какие мне данные предоставляют, то я, по сути, подставлю компанию, с которой мы сотрудничаем. Потому что я не человек на той стороне, не я, мы не смогли разобраться. Да. А мы не собираемся публиковать. Мы не собираемся публиковать Кирилла. Нет, походу тоже. Нет, мы будем. Почему? Это КПЦ заявлено. Нет, нам надо официальную информацию об этом заявлять раньше. Запикивать. Еще вопросы были от Димы. Да, есть уже какие-то предустановленные шаблоны для маски, компании для... Так как это... Значит, вопрос звучал следующим образом. Если есть ли какие-то предустановленные шаблоны для приложения дата-маскера? Можно еще добавлю? Я имею в виду, чтобы не каждую табличку, для каждой таблички сделать масками, а вот чтобы просто загрузить шаблон и по нему взять и данные замаскировать. Шаблон можно сделать вручную, но... Чтобы вручную не делать, чтобы уже... Конечно, хотелось бы, но так как это стороннее приложение, оно косвенно к Microsoft относится, потому что это партнер Microsoft, и это партнер по базам данных, да. То есть самая большая проблема все-таки найти, где могут быть. Да, я считаю, что да. Если система большая, если много модификаций партнерских, не майкрософтовских, то, это сложно определить. Именно свойства это и позволяют делать. Свойства, вот пример, опять же пример из жизни. Установил я хотфикс на свой 11-й апдейт. Получил я этот функционал, получил я эти свойства, но они не заполнены, потому что это хотфикс. Заполнено это свойство с версии 8.0, и не факт, что они заполнены правильно. Как-то так. Microsoft не говорит, что мы вам гарантируем, что Да, они сами по себе GDPR compliant, но как мы будем использовать данные из базы данных, это уже наши проблемы. Есть еще вопросы? Скрипт написать, да, который будет по именам полей искать везде, где это. Да, конечно. Первая идея, которая в голову приходит, это написать скрипт. Да, конечно. Но вот, опять же, чтобы не писать скрипт... Да, я согласен. То есть своя смартовская разработка для своих целей, для продажи — это супер вариант.